Хорошо, раньше хорошо. Сейчас мы вам продемонстрируем, как с помощью смазки МС-1600 устранить скрип тормозов. Пока, да. Погода дождливая, канавы попали. Что тогда? Смазка не смывается водой, она имеет очень высокую адгезию. Вот вы можете попробовать даже. Не надо, она не смывается водой. Не смывается, да? Нет. В этом ее как раз. И один раз я смазал, насколько потратить, опусти? Но мы рекомендуем каждый раз. Меняешь колодки, смажь суппорт. Вот. То есть суппорт, он требует обсора. Вот смотрите, что мы сделаем. Мы сейчас буквально у вас на глазах откинули суппорт, вынули направляющие, остались внутри, но они подвижны. Вот видите? Они достаточно подвижны. Мы сейчас с вами что сделаем? Вообще 4 точки смазывания. Давайте сюда направляющие. Вот мы их вынем. Смазывается направляющая. Вот. Вот это направляющая смазывается. Смазывается поверхность поршня. Держите. Ну, буквально вот 0,2 грамма смазочки. Совсем чуть-чуть надо. И самое главное, чтобы не скрипело, мы смазываем обратную сторону колодки. Константин. Вот, буквально чуть-чуть мы нанесем. Много не надо. Вот. Мы сейчас... Вот, очень важно, что смазка, в отличие, посмотрите, как она держится, в отличие от мастики, сохраняет свою эластичность. Вот, я вот так наношу ее. И торцы колодок, вот эти вот торцы колодок, чтобы они не приржавели потом и легко вынимались. В общем-то, ну вот. Всего примерно здесь 0,7 грамма смазочки нам. Ну вот, одну колодку мы смазали, давайте теперь вторую. Мы сейчас смазываем вторую колодку. И кто выпускает это? А? Украина Вот. или Россия? Россия, выпускает Россия. Компания специализируется на производстве смазочных материалов уже на протяжении 15 лет. Фирма из Санкт-Петербурга. Обычно старые люди, там ничего нельзя было. Ну вот точно так же мы рекомендуем поступать и при смене новых колодок. Давайте сейчас поменяем. Молодцы, ребята, быстро сделали. Сейчас давайте также вторую. Еще руль возьми. Не, направо. О. Так, ну вот сейчас мы снимаем второй суппорт. Откинули скобу. Все, так.
Мы даже ее не чистим, прямо наносим смазку прямо на нерабочую сторону колодки. Тонким слоем, жирно мазать не надо, все равно лишнее выдавится. И также чуть-чуть торцы колодок, опять же, чтобы они, те места, где они могут приржаветь, кипеть. Так, чуть-чуть. Вот. Смазка имеет рабочую температуру до 1000 градусов. Это позволяет оставаться эластичной длительное время при температуре 200-250 градусов. Вот. В то время как обычные смазки, даже на синтетическом масле, они закоксовываются при этой температуре. Вот. И что очень важно, это происходит не сразу, примерно через 6 месяцев. Поэтому автовладелец, он этого и не видит, но вот так вот выглядит, видите, колодка с намазанной смазкой. Вот. Ну, сейчас вот, видите, направляющие, давайте я покажу. Направляющие мы тоже смазали. Вообще надо. А замены на уровне